Всем привет! И на этот раз со Шри-Ланки. В основном с Мальдив все экспаты в отпуск летают либо к себе домой, либо в Дубай, либо на Шри-Ланку. Как дайвинг-инструктора мы, естественно, выбрали вариант поближе к дикой природе, да и, по правде сказать, подешевле. Обстановочка в стране во время нашего пребывания была не самая спокойная, но это не помешало нам съездить на целых 2 сафари в 2 разных национальных парка Шри-Ланки. И в этом видео я вам покажу, как это было. Пристегивайтесь и погнали! Раннее утро считается лучшим временем для сафари, поэтому выезжать из отеля приходится затемно. В первый национальный парк Удавалаве мы ездили из курортного местечка Тангале. Из отеля нас забирали в 4 утра, примерно 2 часа у нас заняла дорога до парка. Перед въездом в парк нас пересадили с обычной машины на джип и выдали гида.
сафари мы поехали в национальный парк Яла. Это второй крупнейший национальный парк Шри-Ланки и одна из самых популярных достопримечательностей острова. Накануне мы специально приехали в городок Тиса-Махарама, что находится в 20 километрах от парка. Так мы хотели сэкономить время на дорогу с утра. Сафари мы заказали в отеле, где останавливались, и на этот раз мы решили поехать в парк на 6 часов, с 6 утра до полудня. Как оказалось, с утра все равно пришлось выезжать в 4:30 утра. Так как Яла более популярный национальный парк, чем Удавалала, народу его посещает намного больше, и местные гиды стараются привести туристов пораньше, чтобы занять очередь на въезде и быть в парке первыми. В результате мы приехали раньше, и полчаса нам пришлось дремать в джипе перед закрытыми воротами. К счастью, в отличие от первой поездки, мы запаслись кофтами и не мерзли, так как ехать в открытом джипе ночью достаточно прохладно. Говорят, в парке Яла одна из самых высоких популяций леопардов в мире. И, естественно, леопарды – это самая главная достопримечательность парка, которую хотят увидеть все туристы. Поэтому водители и гиды периодически устраивают гонки, если кто-то замечает леопарда, чтобы показать его своим туристам и, соответственно, получить хорошие чаевые. Но на самом деле шансы увидеть леопарда на огромной территории парка не такие высокие, и чаще всего, если его и видят, то с большого расстояния, где-то за кустами. И, внимание, спойлер, леопарда мы так и не встретили. Да, на самом деле нам и не очень-то хотелось гоняться за ним по всему парку и потом разглядывать кусочек уха из-за кустов в окружении толпы джипов. Поэтому мы предпочли не спеша кататься по округе, разглядывая других животных, которых вокруг было немало. Наши покатушки на джипе длились 6 часов. В какой-то момент мы остановились на берегу красивого озера и перекусили. Но у вас может возникнуть закономерный вопрос: а как же удобство?
Вполне разумный вопрос, учитывая, что туалет есть только при въезде в парк. Вообще, в национальном парке во время сафари покидать джип нельзя. У нашего водителя на этот случай есть рабочая схема. Он отъезжал немного в сторону от самых наезженных дорог, останавливался, выходил с гаечным ключом, открывал капот, якобы у него что-то сломалось. Нам предлагалось вылезти через заднюю дверь джипа и ответить на зов природы прямо тут же, на дороге. В кусты отходить было нельзя, типа опасно. Ну что, подведем итоги. Как большим любителям дикой природы нам понравились оба сафари. Сафари в парку Давалалы у нас было первым. Оно показалось нам каким-то более уютным, или можно сказать ламповым. Там парк меньше, но зато там меньше народу, и дороги не такие экстремальные. Ялла поражает красивейшими пейзажами, разнообразием и количеством животных. А покататься на джипе по бездорожью – это отдельное приключение. Но впечатление немного портят гонки за леопардом и общее количество народа. Тут главное помнить, что сафари, как и дайвинг, это не поход в зоопарк. И многое тут зависит не только от профессионализма гида, но и просто от удачи.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, интересны ли вам надземные приключения или стоит побыстрее вернуться в подводный мир.